Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые трейдеры. Итак, в этом видео мы познакомимся с торговой стратегией Форекс, которая называется «Все просто». В принципе, это достаточно простая стратегия. Ее можно будет использовать как самостоятельно, то есть отдельно от прочих сигналов, так и как дополнительный сигнал к уже проверенным вами стратегиям в качестве дополнительного сигнала на вход в рынок. Итак, давайте разберем саму стратегию. Прежде всего скажем, что более подробное описание вы можете встретить на сайте strategyfood.ru. В принципе, шаблона к ней не требуется, здесь не нужны никакие индикаторы. Стратегия, в принципе, достаточно стабильна. За 2015 год могла бы принести порядка 200%, если в каждую сделку вкладывать 5% риска. Ну, давайте обо всем по порядку. Итак, валютные пары здесь рекомендованы следующие. Это австралийский доллар, доллар США, евро, доллар, фунт, доллар, новозеландец, доллар, доллар канадец, доллар иена и доллар швейцарец. То есть основные валюты в паре с долларом. Торговля ведется по всем парам одновременно, так как у нас временной интервал дневной, сделок у нас бывает не так много по одной паре, и поэтому благодаря большому количеству пар мы торгуем намного чаще. Но в любом случае это у нас не занимает много времени. Что касается индикаторов, то здесь мы уже сказали, они нам не требуются, нам нужно только определить важный горизонтальный уровень и уже от него торговать. То есть классические правила торговли от уровня поддержки и сопротивления, но здесь мы дали небольшое определение для силы этого уровня, как определить сильный уровень. Давайте начнем рассматривать пример на покупку. Итак, нам нужно в этом случае, чтобы после формирования очередного максимума произошел откат и максимальная цена в этом экстремуме у нас была сформирована отбойной свечой, то есть свечой с длинной тенью сверху и с малым телом. Цвет тела не имеет значения. Вот как в этом случае у нас имеется этот хвост. После этого происходил откат. Сразу скажу, что в принципе у нас по ходу рассмотрения различных примеров будут возникать проблемы, различные дополнительные вопросы, поэтому мы дали небольшое определение, что данный максимум, то есть отбойную свечу, можно рассматривать как действительную, только если после формирования данной свечи у нас следующая свеча не закрывалась выше половины данного хвоста. То есть, что имеется в виду? После ее формирования происходил еще какой-то откат, либо небольшое замедление. А то бывают случаи, когда после этой же свечи уже следующая свеча пробивает ее максимум. А это не очень хорошо, и такие сделки мы, конечно, рассматривать не будем. Итак, с этим условием разобрались. Свеча эта сформирована. По максимальной цене данной свечи мы проводим горизонтальную линию, что здесь и сделали. Далее мы ждем, когда данный уровень будет пробит. Вот обратите внимание, он пробит, причем пробит не на 1-2 пункта, а хотя бы на 10 пунктов. У нас здесь намного больше цена ушла. И после того, как данная свеча закрывается, мы устанавливаем лимитный ордер, в данном случае buy лимит на покупку на 3, 4, 5, 6 даже можно пунктов выше данного горизонтального уровня. То есть ждем, когда цена откатит, протестирует его и здесь будем покупать. Стоп-лосс здесь фиксированный, равняется он у нас 50 пунктам. Take Profit также фиксирован, равен он 100 пунктам. В безубыток переводиться здесь не стоит по прохождению какого-то расстояния. Разве что если после входа в течение 3 дней цена не дошла до нашего целевого ориентира, тогда уже лучше подстраховаться и все-таки сделку перевести в ноль. Это что касается примера на покупку. В принципе, пример на продажу очень похож. Здесь вот обратите внимание, вот у нас свеча с хвостом снизу, сформирована она на минимуме движения. При снижении после этого происходил откат. Давайте мы подвинем нашу горизонтальную линию. И мы ждали пробоя этой линии. Данные хвосты уже значения не имеют. Главное, чтобы данный уровень был пробит. Итак, вот он у нас пробивается. Да, давайте сразу скажу, когда уже этот уровень не будет считаться действительным, если после него цена бы пошла вверх и затем каким-то образом еще бы один экстремум, то есть минимум, был бы сформирован с такой же свечой, тогда уже этот отменяется, и мы поторговали по следующему. Итак, после этого у нас данный уровень был пробит, мы установили ордер sell limit, как видим, цена вернулась к нему, стоп-лосс на расстоянии 50 пунктов, вот на этом уровне, и take profit на расстоянии 100 пунктов. Как видите, в данной ситуации мы достигли нашего целевого уровня. Как видим, стратегия достаточно простая, я не думаю, что здесь могут быть какие-то сложности. В любом случае, желаю вам успешной торговли, спасибо за внимание, с вами был Сергей Гаспарян, до свидания.